Привет! Добро пожаловать на мой канал. Информация не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия или со слабой психикой. В сегодняшнем видео я хочу высказать свое мнение о последних моментах. Их было так много, что мне нужно было как-то разложить их по полочкам. Я думаю, нам всем это нужно. И я не могу дождаться, когда мы просто хорошо проведем с вами время. Я не знаю о вашем внутреннем состоянии, но надеюсь, что мои видео смогут поднять вам настроение или немного отвлечь от жизненных переживаний. Мой последний совет, и давайте приступим. Предлагаю вам заварить ароматный чай, взять что-нибудь вкусненькое, ведь так времяпрепровождение станет еще лучше. Ну что, друзья, давайте начнем. Я хочу выделить главные темы обсуждения, но скажу, что их будет намного больше. Самые главные темы. Шоу Чимина и Чонгука. Почему некоторые люди практически сошли с ума после этой новости? Альбом Чимина. Как Чимину еще раз доказать, что он один из самых талантливых людей в мире? Почему некоторые люди решили, что Тэхён должен появиться в шоу Чимина и Чонгука? Скандал с Чимином. Почему это всегда происходит только с Чимином? И это лишь некоторые темы, которые я хочу обсудить с вами. Я не буду называть сейчас все, иначе так просто не будет интересно смотреть. Прежде всего, я хочу поздравить всех нас с вами, так как мы дождались информации с точной датой выхода шоу. Я снова чувствую себя живой. Мне нужно это шоу, как глоток свежего воздуха. И вот теперь, когда оно буквально дышит в затылок, я думаю, выдержит ли мое сердце. Касательно самого шоу, мы знаем, что Чимин и Чонгук посетили Нью-Йорк в США, остров Чеджу в Южной Корее и Саппоро в Японии. В каждом из этих мест, окруженных прекрасными пейзажами, они побывали в кемпинге и покатались на каноэ, а также с удовольствием прошлись по магазинам и ресторанам. Во время поездки они неоднократно сталкивались с неожиданными событиями, которые заставляли их задуматься: «А ты уверен?». Но, задав себе этот вопрос, они выяснили, в чем именно они были уверены. На первом постере видно, как они вдвоем наслаждаются прогулкой на каноэ, но почему у Чонгука мокрые волосы? Are you sure? Будет состоять в общей сложности из 8 серий, первые 2 из которых выйдут 8 августа, а затем по одной серии каждый четверг. Это не просто тревел-шоу, а отличная возможность для Чимина и Чонгука по-новому взглянуть на мир и на самих себя. А еще меня очень веселит, что даже сама компания пишет, что Чимин и Чонгук отправились в путешествие без каких-либо планов, просто наслаждаясь радостью совместного путешествия. Но наши соседи продолжат везде писать, что компания заставила Чимина и Чонгука сняться в этом шоу. А еще меня смешит то, как люди цеплялись за обложку шоу с Чимином и Чонгуком. Так, а что с улыбкой? Как-то неестественно, и глазки грустные, как будто то Чонгук устал от этого отдыха на камеру. Я не могу показать фотографию полностью, но уверяю вас, в глазах Чонгука нет и намека на грусть, о которой люди продолжают писать. А теперь я предлагаю поговорить о тех, кто ждет это шоу так же сильно, как и мы, но только для того, чтобы сразу после просмотра написать о том, что это за фейковое шоу и якобы напичканное фан-сервисом. Все верно, я говорю о наших соседях. Помимо чая, вам понадобится попкорн, потому что это будет комедия. Сразу после официального анонса
реакция неадекватных людей была совершенно разной. Некоторые люди продолжали отрицать существование этого шоу. Между прочим, этому шоу не быть, это просто постанова, они не вместе, и видеть лицо Чимина рядом с Чангуком я не намерен. Я просто хочу сказать, что всем нам все равно, увидит ли этот человек там что-нибудь или нет, но после того, как этот человек оскорбил лицо Чимина, мне хочется плюнуть в рожу этому комментатору. Мне особенно смешно читать такие комментарии после официального подтверждения. Девочки, успокойтесь. Я видела это видео. Якобы Чимин идет по пирсу, а Чангук наклонился и что-то смотрит, затем пошел, на нем черные очки, и как только лицо можно было разглядеть, кадр прерывается. Это точно не Чангук и не Чимин. Еще видео, где на катере Чимин учит движение у Чангука. Облака неподвижные, это скорее студия, и работает вентилятор, как будто ветер с моря. Чимин настоящий, Чангука там нет, фальшивка. Если бы нужно было пропиарить Чимина, то уж точно лицо Чангука показали. Да и фигурой не вышел, чтобы Чангука изображать. Послушайте, вы тоже думаете, что в фантазиях таких комментаторов существуют миллионы косплееров, которые, как всегда, успешно заменяют участников в нужные моменты? Сначала клон Тэхёна гуляет с Дженни, в то время как настоящий Тэхён лежит в постели с Чангуком. Затем клон Чангука согласился сняться в шоу вместе с Чимином, в то время как настоящий Чангук снова лежит в постели Тэхёна. Как все в их фантазиях оказывается простым и удачным. Но я обсудила с вами только один тип реакции на это шоу. Другие люди взялись за фотошоп. Они вырезали Чимина из каждой фотографии, где он с Чангуком. И еще забавно, что некоторые талантливые, но глупые авторы нарисовали Тэхёна вместо Чимина. Всем, кто этим занимается, я просто хочу напомнить, что вы можете полностью обрезать Чимина с фотографии, но вы не сможете обрезать Чимина из жизни Чангука. Да, и не забывайте, с кем сейчас Чангук. Ну, и последний тип реакции, который я хочу обсудить сегодня. Некоторые люди просто не могли сдержать своей грусти по поводу этого шоу. Более того, они открыто пишут, что им грустно, потому что они хотели видеть Тэхёна на месте Чимина. Более того, другие люди запрещали им так открыто показывать свою печаль. Им легче ненавидеть Чимина, чем показать, что эта ситуация причиняет им боль. Почему человек не может поделиться тем, что ему грустно, что это не Чангук и Тэхён? Эти эмоции абсолютно нормальны. К тому же вы могли бы выразиться иначе, не обесценивая чувства, например, «Да хоть хей, не грусти, будет и на улице Вигу праздник». Но как-то посыл ваших слов такое себе, как и начинается блин. Именно здесь произошло ММА в постели. Насколько близко эти двое спали? Вигукеры пишут, что у этого шоу будут низкие рейтинги, потому что якобы корейским фанатам не нравится взаимодействие между Чангуком и Чимином. Я хочу показать вам реакцию корейских фанатов, которые якобы не выносят взаимодействие между Чимином и Чангуком. Я очень счастлива. Ах, я с нетерпением жду. Эту поездку наконец-то скоро покажут. Я так взволнована серией об их поездке. Я думаю, что будет весело. Я так взволнована. Наконец-то. Ого, я с нетерпением жду. Но, пожалуйста, выложите его на Вэвос. Надеюсь, они покажут платно его, и на Вэвос я с нетерпением жду. Мне становится смешно, когда я смотрю на название. Тетрис в Твиттере.
Я из-за этого так сильно трясусь, не могу сосредоточиться на работе. На помощь. А это видео посвящается людям, которые пишут, что Чангуку было все равно на Чимина, когда они улетали из Саппоро. Чимин и Чангук пробираются сквозь толпу. Чангук говорит Чимину «Джал Джаб Джихаен», что означает «держи меня крепче, Хён». Пост, где написали, что Тэхён будет в шоу с Чимином и Чангуком, набрал 34 тысячи лайков. Забавно, что как только анонсировали шоу, так сразу же посыпались вопросы, а Тэхён будет? Там же написано Чимин и Чангук. Меня поражает, как они всегда находят какую-нибудь чушь, чтобы представить Тэхёна и обесценить Чимина и Чангука в своих глазах. И это происходит постоянно. Сначала они цеплялись за этот спецназ, тем самым успокаивая себя. А теперь еще и шоу. Они убедили себя, что Тэхён может появиться там хотя бы на секунду. Но давайте посмотрим правде в глаза. Если участники хотят создать совместный контент, песню, видео или туристическое шоу, то они легко могут это сделать. Тэхёну не запрещали сниматься в шоу со своими друзьями, а также не запрещали сниматься в кухне Джини, так что теперь они придумывают отговорки, которые никто не воспринимает всерьез. Я так смеялась из-за этого комментария. После дембеля Джин провел обнимашки с 1000 людьми, отправится на необитаемый остров и пронесет олимпийский огонь. Вы никогда не знаете его следующий шаг. Помимо шоу, я очень жду альбом Чимина. В альбоме, объединенном общей темой любви, в общей сложности 7 треков, в написании 6 из которых участвовал Чимин. Постоянно растущий уровень написания песен Чимина будет продемонстрирован. Главный трек «Ху», спродюсированный номинированным на Грэмми певцом, автором песен и продюсером Джоном Биллионом, Питом Напи. Тинроком «Пидок» X-Look представляет собой хип-хоп, R&B трек, характеризующийся интенсивным звучанием и гитарным звуком. И вместе с этим альбомом мы получили еще кое-какую ценную информацию. Иногда вещь, которая заставляет вспомнить, что такое улыбка, это маленькое напоминание о том, что самая любимая еда Чимина – это не мишленовские блюда из самых дорогих ресторанов, не фирменные блюда разных стран всего мира, а просто токпоки от Чангука, лично от шеф-повара. А теперь я хочу обсудить скандал, связанный с альбомом Чимина. В преддверии выпуска нового альбома Чимина представитель американского музыкального дистрибьютора Hype Geffen Records продемонстрировал поведение, вызвавшее критику со стороны фанатов. Чтобы поддержать деятельность Чимина, ARMY попросили агентство Big Hit, Universal Music Group и американского дистрибьютора пластинок Geffen Records предоставить ссылку для предварительного сохранения. Однако вице-президент Geffen Records вызвал волну негодования, ответив на запрос публикации из песни американского артиста, назвав ее «Песней года». Фанаты потребовали извинений за грубое поведение. Вице-президента критикуют за деактивацию всех его аккаунтов в социальных сетях без принятия соответствующих мер. Продолжение следует. Спасибо за внимание.